Привет, давай знакомиться. Меня зовут Валентин. Я только что прошел регистрацию на мультигонку «Кавалеровская петля». Сейчас у меня в руках карта маршрута, и я пытаюсь понять, что нас с Ксюшей ждет на этот раз. Впереди 2 дня сумасшедших приключений. Старт гонки будет послезавтра, а завтра долгая дорога из Владивостока. Кавалерово – это небольшой поселок городского типа, административный центр Кавалеровского района Приморского края. Эти места для меня особенные. Здесь жили мои бабушка с дедушкой. И все эти горы и реки – это мое детство. Обычно здесь тихо, но не в эти выходные. Петля всегда проходит в конце апреля, прямиком на день рождения Владимира Ильича Ленина. В программе мультигонки несколько этапов. Сначала велосипедный, второй этап веревочный, третий пешеходный, за ним водный. И завершает петлю финальный велоэтап. В прошлом году мне очень повезло. Мы с Николаем выиграли мультигонку среди мужских команд, а Ксюша с Юлей тогда же выиграли среди женщин. В этот раз мы с Ксюшей решили бросить вызов самим себе и выступить вместе в смешанной категории М+Ж. В пятницу мы упаковали и погрузили на машину все снаряжение участников из Владивостока и отправили машину вперед. А после поехали и сами. Едем на Кавалеровскую петлю. Дорогу сопровождал весенний дождь. А вот и он, заветный указатель Кавалерова. Направляемся прямиком на центральную площадь, Дом культуры. Ну вот, друзья, в Кавалеровском доме культуры. Здесь место администрация любезно предоставляет спальные места бесплатно для спортсменов. Ночевали мы все вместе, прямо в зале на ковриках, но нам, туристам, не привыкать. А еще есть музыкальный зал, где мы нашли гармошку. Ну что, ребят, мы в Кавалерово. Гуляем. Ксюня, Да, завтра тут тепло. первый день мультигонки. Пока мы гуляли, приехала наша машина со снаряжением, но разгружать ее мы будем уже утром. Доброе утро. Время без 15:07. Через 15 минут начинается разгрузка автомобиля. Поэтому сейчас встаем и идем разгружать грузовик. Утром субботы начинается суматоха. Нужно собрать велосипеды, которые везли в разобранном виде, отрегулировать руль, вернуть на место педали, все настроить и проверить. А еще между делом позавтракать, переодеться и сразу бегом на построение. Итак, здравствуйте, уважаемые участники! Мы начинаем открытие соревнований по спортивному туризму на комбинированной дистанции чемпионата первенства Приморского края. Старта 2 минуты. Все уже построены. 3, 2, И вот он старт. Первый этап 45 километров на велосипедах. Готово? Восьмой. Едем через поселок Фабричный, мимо огромных, впечатляющих развалин Хрустального комбината. Когда-то эта фабрика добывала 30% олова всего Советского Союза. Озеро! Едем в подъем. Фу. Вон Ксюша не отстает, молодец. А дальше крутой подъем на Силинский перевал. Подъем очень крутой. Фу. Идем пешком пока. Велик катим. И половина расстояния велосипеда. Вон 22-27 километра. Фу, а я уже устал.
Кое-кто заехал, а кто-то, как я, шел пешком. Уже осталось немножко до перевала. И там на спуске передохнем. У самого верха у меня свело ноги. Но на вершине один из зрителей протянул мне горячий чай, и у меня открылось второе дыхание. После перевала нас ждала настоящая весенняя слякоть. На лесных дорогах была грязь, лужи и ледяные броды. Накал гонки был такой, что холодная вода нас не пугала, а только остужала. Через пару часов все участники, хоть и были грязные и мокрые, но невероятно довольные от происходящего. Валь, ну что за фигня? Что ты ворчишь? Ну потому что ты просто пьешь или снимаешь? Я пойму. Держи пока, мать просто. Давай. Оба. Я. Следующий этап – веревочная переправа через реку. Нужно было одеть обвязку и по очереди перебраться на другой берег по перилам, а еще перетянуть велосипеды. У всех была своя тактика, как пройти этот этап. Мы с Ксюшей рискнули и переправили оба велика сразу. Сработали слаженно, как настоящая команда. Все, на меня. Встань на ногу мне, на ногу встань. Встань на ногу. Прямо. Есть. Все, офигеть. После переправы небольшой привал и обед, а потом пеший этап с ориентированием. Нужно было взять вершину горы Крутая и выйти к финишу у реки Зеркальная. Наш путь по итогу составил около 10 километров. Как это было, смотрите сами. Быстро пообедали, полчаса нам дали. Время уже пошло на очередной этап пешеходный через гору Крутую. Ну, название такое. Фу, а мне ноги сводят после велоэтапа. Мышцы вот эти вот. Вот. Просто тут шарики такие колом встают. Сейчас я ничего не сделаю с этим. Фу, сердце колотится. Я слышу. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ой, как мне все нравится, так интересно. Кайфуешь, короче, да? Вышли на пологий хребет. Ноги отпустила, что самое главное. Не могу сейчас нормально передвигаться. Фу. Впереди уже видим вершину. До нее еще 900 метров по прямой. И будет еще один подъем. Сейчас, короче, подшутим над Ксюней. Скажем ей, что не эту вершину прошли. Короче, GPS-ка затроила. Мы на эту вершину пришли. Нам вон туда надо. Вон на ту. Где я думал, что это острое, а это не острое. Да шучу я, шучу. Была готова меня убить? И вот решающий момент. Ура! Я вижу Саню. А Саня видит нас. 7-8, Сань. Спускаемся
Тут под ногами листья и сыпуха всякая, камешки. Листиков по колено. Ладно, сейчас выйдем на ключ. Все, ребят, мы вышли на ручей. Сейчас спускаемся по нему. Примерно 5 километров. Плюс-минус. Не смотрел карту, если честно, неважно. Короче, бежим до Талова. Вышли на дорогу. Дорога, я и говорю, ну кайф. Все, мы выбежали на дорогу. Сзади меня Устиновка. Осталось до финиша, ну, чуть больше километра. Последний рывок. Нормально идем. Фу, сейчас с Богом. Ксюша спрашивает, каждую минуту сколько осталось. А я говорю, 2 километра, 2 километра. Она психует. Короче, смешно. Ну зато видишь, теперь ты обрадовался, поворот раньше наступил. Потому что я знала, что он раньше, это ты мне такую чушь рассказываешь. Ну вот видишь, зато я тебя обрадовал. Осталось потерпеть 500 метров, Ксюша не хочет бежать. Я хочу. Но не бегу. Я, говорит, очень хочу бежать, но не бегу. Я наговариваюсь. Побежали. Давай, вот, это все пойдет в историю, понимаешь? Люди будут смотреть, как ты бежала. Хоп-хоп-хоп. И вот мы на финише. Осталось каких-то 15 метров. Так. Слушай, вот мы злые. Вот уже люди ставят палатки. Мы свою тоже поставили. Сейчас для комфорта надуем матрас, чтобы после тяжелого трудового дня спать мягко, как на облачке. Но еще сегодня предстоит собирать байдарку, на которой завтра в 8 утра мы начинаем сплав. Конечно же, вечером мне было совсем не до байдарки. В итоге собирал я ее ночью, после того, как все легли спать. Утро китайских пчеловодов. Так, тут суета уже идет. Все качают плавсредства, подкачивают, собирают лагерь, грузят велосипед. Старт водного этапа в 8 утра, поэтому завтракать мне пришлось на ходу, пока я подкачивал нашу байдарку. Итак, начинаем водный этап. Сплав по ледяной реке с порогами и завалами. Внимание! Старт! Сплавляются команды, кто на чем гораст. Здесь и катамараны, и байдарки, и каяки, и паркрафты, и надувные лодки. Воды в речке в этом году было прилично, еще и вчерашний дождик помог, поэтому течение несло участников очень быстро. Поначалу нас немного крутило и разворачивало. Волна на порогах захлестывала через борт, и мы сидели в ледяной воде, но пытались быстро поймать течение и вернуться на курс. Наш опыт в морском каякинге помог нам грести слаженно, и мы начали обгонять другие команды.
Вдруг я увидел парящий в небе дрон и помахал ему рукой. Видимо, финиш был совсем рядом. И действительно, за поворотом мы увидели мост и заветную табличку. Судья отсекает время только когда команда окажется на берегу вместе со своей лодкой и веслами. Поэтому работать нужно до конца. Какие у тебя впечатления сразу после финиша? Ходили ноги. Замерзла? На берегу нас ждал костер, чай, сухая одежда и наши велосипеды для проведения последнего этапа мультигонки – велозаезда на 25 километров до площади Кавалерова. Все участники проверяли свои велосипеды, смазывали цепи и подкачивали колеса. Будет очень обидно, если под конец гонки подведет техника. Ну а вот и построение на старт. 5 минут до старта. Младший номер, старший номер. Распределили, чтобы я видел всех участников. Распределились по трассе. Старт! Внимание! Марш! Для меня этот велоэтап кажется длиннее, чем вчерашний, хотя он короче почти в 2 раза. Видимо, это из-за накопленной усталости. Очень хочется сбавить темп, но нельзя давать слабину, ведь решить исход гонки может каждая секунда. Да, профессиональные велосипедисты поедут быстрее меня, но я мог выиграть время на других этапах. Именно так и случилось в прошлом году, когда разница между первым и вторым местом составила всего 3 секунды. Вы только представьте себе, всего 3 секунды из более чем 7 часов общего времени гонки. На финише спортсменов встречают крики друзей и болельщиков, судьи секундомерами и памятник Владимиру Ильичу Ленину, который вчера провожал нас на старте, указывая на путь в светлое будущее. Мы с Ксюшей дали друг другу 5. Вот и все. Осталось только дождаться результата. Награждение посвящено 22-й кавалеровской петле чемпионата первенства Приморского края по спортивному туризму. Все готовы? Да! Молодцы! Вы долго думали, кто же занял первое место? Заняла команда Давида Талова. Да, мы с Ксюшей выиграли кавалеровскую петлю среди смешанных команд и вместе стояли на пьедестале. Наша победа сложилась из опыта, физической подготовки, доверия друг к другу и, конечно, определенной доли везения. А после награждения победителей всех номинаций Ксюше вручили памятную табличку ветерана гонки, которую дают после 5 участий. Завершилось все общим фото и обещанием встретиться в следующем году. Теперь моя медаль висит дома. Иногда я ловлю на ней блики солнца, и она будто переносит меня обратно в тот день, напоминая, что для меня главный приз соревнований – это не титулы, а воспоминания, опыт и эмоции. А впереди нас ждут новые зеленые тропы. До встречи на Кавалеровской петле.